Да, ребят, аккуратно, теперь чат GPT запоминает всю информацию о нас. Как это работает и куда он все это сохраняет, я вам сейчас покажу. Привет, меня зовут Игорь Зуевич. Моя основная задача – это помогать предпринимателям, блогерам, маркетологам, фрилансерам и, наверное, обычным людям научиться использовать искусственный интеллект в качестве личных помощников, делегировать ему какие-то рутинные задачи, экономить на этом огромное количество времени и денег. В этом видео я вам покажу, как работает чат GPT, но не просто работает чат GPT, а как чат GPT, как в чат GPT работает долгосрочная память, как с этим инструментом теперь работает, что это даст и как, соответственно, можно все это отключить. Значит, смотрите, я сейчас просто вам покажу. В качестве примера я забью в чат GPT такую информацию. Я люблю собак, но ненавижу лошадей. И смотрите, что сейчас происходит. Чат GPT мне выдал информацию, что он сохранил этот запрос, эту информацию в свою долгосрочную память. И он мне сказал: спасибо за информацию, если у вас есть какие-то вопросы, либо нужна помощь, я с удовольствием помогу. То есть он сейчас сохранил информацию о том, что я люблю собак, но ненавижу лошадей, сохранил в так называемую долгосрочную память для того, чтобы в следующий раз, когда я с ним буду взаимодействовать, с ним буду общаться, он мог эту долгосрочную память вытащить. То есть как сейчас работает чат GPT? Мы создаем как отдельный чат, и в отдельном чате мы проходим процесс обучения непосредственно конкретного чат GPT. Да, мы можем ввести так называемые custom instruction, то есть полезные инструкции, пользовательские инструкции, куда мы можем расписать всю информацию о нас. И эти пользовательские инструкции мы можем, соответственно, использовать в качестве в отдельных чатах. Но теперь у ChatGPT, кроме пользовательских инструкций, появилась так называемая долгосрочная память. То есть это память, которой мы кормим чат GPT, и неважно, какой бы мы новый чат ни начали, он, соответственно, будет эту информацию помнить. Давайте я вам покажу, как это работает. То есть я перехожу в новый чат, и здесь я спрашиваю. И здесь я у него спрашиваю, каких животных я люблю, а каких ненавижу. И здесь он мне пишет, что вы любите собак, но не любите белок, крыс и лошадей. То есть я это уже тестировал до вас, до съемки этого видео, и писал, что я не люблю там белок, крыс. И в последний раз мы с вами буквально несколько секунд я ему написал, что я не люблю лошадей. То есть он мне здесь пишет в новом абсолютно чате, где нет пользовательских инструкций. То есть где нет информации в пользовательских инструкциях о том, что я ненавижу, соответственно, ненавижу лошадей, белок, крыс, а люблю собак. То есть здесь пользовательские инструкции полностью введены для того, чтобы я мог работать непосредственно с видео. То есть эти пользовательские инструкции я использую в качестве видео маркетингового специалиста. Но при этом он знает, что я не люблю собак, я люблю собак, а ненавижу крыс и лошадей. Значит, куда это он все сохраняет? Во-первых, для того, чтобы там пользовательские инструкции вы могли использовать, всем рекомендую. Для тех, кто не знает, все пользовательские инструкции я использую с своего телеграм-канала. То есть у меня есть телеграм-канал, где собрано больше 250 различных образов и пользовательских инструкций, которые помогут улучшить не только там чат GPT, но также улучшить любую языковую модель для того, чтобы получать грамотные, хорошие ответы. То есть здесь есть фитнес, есть специалист по маркетингу, есть профессор института, есть преподаватель младших классов. То есть какой бы вы ни хотели образ выбрать для чат GPT, он всегда будет использовать, быть профессионалом в одной нише, в одной теме. И плюс у нас здесь больше 5000 различных промптов для чат GPT для того, чтобы искусственный интеллект вам давал грамотные и полезные ответы на ваши запросы. Всем рекомендую вступить в наш телеграм-чат. Ссылка находится под этим видео в разделе «Закрепленное». Там вся информация. Значит, по поводу так называемой долгосрочной памяти. Как это работает? Смотрите, у чат GPT появилась новая функция. Она находится в разделе «Настройки». И здесь есть так называемая персонализация. И в персонализации есть так называемая долгосрочная память. То есть здесь мы ее можем включить, можем отключить. И также мы можем
включить либо подключить отдельно включенную custom instruction, то есть пользовательскую инструкцию, чтобы они работали вместе. Также мы можем убрать ту информацию, которую мы, например, не хотели бы, чтобы чат GPT знал. И если мы вот удалим информацию, что мы не любим собак и кошек и ненавидим лошадей, то, соответственно, он об этом знать не будет. То есть мы всю его всю память его, соответственно, стерли. Теперь он ничего не знает о нас. Плюс мы также удаляем вот эти вот чаты, да, в которых мы с ним взаимодействовали. И давайте посмотрим и скажем наоборот, что сейчас мы любим лошадей, но ненавидим собак. Смотрите, я ввел запрос. Я люблю лошадей, но не люблю собак. Слово «ненавижу» я не использовал. И здесь он мне тут же все эти данные записал в так называемые долгосрочную память. Здесь долгосрочная память отображается на английском языке, но то, что мы считаем, он должен запомнить, он, соответственно, эту информацию запомнил. И теперь мы можем перейти в новый чат и спросить его, какое животное я люблю, а какое нет. И здесь мне он уже пишет, что вы любите лошадей, но не любите собак. Значит, смотрите, то есть мы его предварительно здесь опять не обучали. Он всю эту информацию взял именно с долгосрочной памяти. Таким образом это работает. То есть мы сейчас можем заранее обучить, то есть один раз обучить чат GPT, например, рассказать ему, что мы являемся там блогером, у нас есть телеграм-канал, либо дать ему ссылку на свой YouTube канал, на свой Instagram. То есть мы можем ему рассказать больше информации о себе для того, чтобы в следующий раз он все это уже сохранил в долгосрочной памяти, когда мы будем с ним работать именно в рамках какого-то отдельного чата, он уже знал, о чем будет идти речь, и он знал нас. Это очень круто работает для тех, кто постоянно пытается обучить чат GPT, но при этом ему нужны какие-то дополнительные, чтобы чат GPT дополнительную информацию знал о вас, о вашем бренде, о вашем проекте. То есть, чем больше вы ему дадите информации о себе в долгосрочную память, тем реже, тем лучше его ответы будут тем лучше ответы он будет давать вам. Значит, если же мы не хотим для того, например, мы создаем какой-то новый чат, и мы не хотим, чтобы чат GPT знал какую-то дополнительную информацию о нас. Значит, здесь у них появляется такая штука, называется temporary chat. Это так называемый временный чат. Значит, что здесь есть? Здесь нету информации и истории о нас, то есть это не привязывается к наших историях. В целях безопасности мы можем сохранить копию вашего чата до 30 дней. Нет memory, то есть нет той самой долгосрочной памяти и нет тестирования определенных моделей. То есть вы иногда видели, что чат GPT дает ответы в двух чатах, и необходимо просто выбрать тот чат, который вам будет наиболее интересен. То есть, грубо говоря, это пустой чат, где нет никаких пользовательских инструкций, где нет никакой памяти о вас. Нет, там пользовательские инструкции есть, но нет никакой памяти о вас, и нет возможности сохранять, соответственно, историю взаимодействия. То есть, если вы хотите приватный чат с чат GPT, то вы, соответственно, выбираете вот это вот temporary чат. Это так называемый временный чат, который не сохраняет никакую информацию о нас. И в рамках этого чата уже общаетесь с чат GPT. Такие новинки вышли. Мне кажется, что это очень интересно и дает большое преимущество именно в обучении модели под себя. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно поставьте «Мне нравится» под этим видео. Посмотрите другие мои видео, посвященные искусственному интеллекту, и обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал. С вами был Верзуевич. Пока.